прошлом видео я уже делился впечатлениями от Night Rain, говорил, что в этой игре везение порой решает больше, чем навык, и отмечал моменты, которые меня разочаровали, будь то рандомное появление сундуков или риск потерять все из-за неудачной битвы. Но это лишь одна сторона медали. Night Rain — это неоднозначный спин-офф Elden Ring, в основе которого лежит случайность, и каждый запуск приносит новые вызовы, неожиданные повороты и ощущение приключения. Мнения игроков разделились, кто-то восхищен непредсказуемостью, а кто-то критикует игру за отсутствие контроля, и я, хоть и провел уже в ней более 150 часов, как ни странно, все еще могу находить интересные и полезные фишки. В этом видео не будет банальных фишек, которые ты уже видел на других каналах, потому что я собрал именно те моменты, о которых мне было бы интересно узнать самому. Я не буду рассказывать, что если вам хватает рун для повышения уровня, то рядом с ним появляется стрелочка вверх, которая указывает на это. Или что не стоит поднимать тиммейта, который умер уже 7-й раз подряд. Это все и так понятно после того, как вы освоите базовые механики игры. Вместо этого я отобрал 15 фишек, которые удивили лично меня, и о которых я узнал только спустя 150 часов. Некоторые помогают экономить время, что особенно важно в Night Rain. Другие упрощают прохождение в кооперативе или раскрывают неожиданные взаимодействия с боссами и окружением. А еще пара фишек дает преимущество в боях и помогает быстрее добраться до нужных бафов и ключевых противников. Если бы я знал хотя бы половину этих деталей раньше, часть моих сессий прошла бы быстрее, а часть стала бы еще интереснее и насыщеннее. Будь ты опытным игроком Night Rain или только набираешь первые часы, это видео тебе точно пригодится. А в конце я покажу фишку, которую не замечал десятки часов, хотя она все это время была у меня на виду. Так что досмотри до конца, будет стоить внимания. Рафлан, здорово, с вами как всегда Малурчик. Усаживайтесь поудобнее и, кстати, друзья, нашел для вас реально годный способ, как быстро, удобно и еще и выгодно пополнить баланс Стима. Копикод — это надежный и проверенный временем сервис с интуитивно понятным интерфейсом. Более 19 миллионов успешных пополнений говорят сами за себя. С помощью сайта Копикод вы сможете пополнить Steam буквально за пару минут. Все делается в 3 простых шага. Переходите по ссылке в описании, вводите мой промокод Малур, он снижает комиссию на 4% при пополнении Steam и дает до 5% скидки на покупку игр ключом. Выбирайте удобный способ оплаты и просто подтверждаете оплату. Но это еще не все. На Копикоде можно найти горячие новинки игр или купить ту, о которой давно мечтали. Например, я обязательно возьму себе Экспедицию 33, которая здесь даже дешевле, чем в Стиме. А также я давно заглядывался на Метроидванию Мандрагора. Ее тоже можно взять прямо на сайте. Плюс на Копикоде постоянно действуют прогрессивные скидки, кэшбэк на каждую покупку и проходят розыгрыши призов. Все, чтобы помочь вам играть в любимые игры выгодно. Все ссылки и промокод в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. Фишки в этом видео будут располагаться от менее полезных к более полезным. Я бы не назвал это айсбергом, но в целом, чем дальше вы смотрите ролик, тем круче будут фишки. Начнем просто с забавного факта, который может пригодиться вам, если вы играете на призраке. А именно, она может отталкиваться от своих призванных существ. Если придумать, куда это применить, это может быть полезно, например, для запрыгивания на какие-то высокие стены, о которых я расскажу чуть позже. У лучника и Вайлдера есть рывок вперед. Если в момент приземления нажать кнопку рывка, анимация переката отменяется, и персонаж мгновенно встает на ноги. Это особенно полезно после прыжков с обрывов или неожиданных падений. Вместо долгой анимации вы сразу становитесь на ноги, сохраняя темп движения. Также с помощью этих рывков можно управлять персонажем в воздухе, дополнительно направляя его в нужную сторону. Если падать с особенно высокой высоты, то можно целых 2 раза использовать рывок. При условии, конечно, что у вас есть соответствующая реликвия на 2 заряда рывка. Эта фишка экономит вам много времени благодаря тому, что вы пропускаете анимацию переката. Но бывает такое, что зона все-таки догоняет вас. Обычный игрок, как только видит, что ему наносится урон, понимает, что долго находиться в ней нельзя. Чуть более продвинутый игрок знает, что можно использовать хилки, а также, что подбегая к кострам, эти хилки восстанавливаются. Соответственно, можно подумать, что в зоне можно находиться бесконечно, обузя костры. Но дело в том, что у дамага зоны есть 3 стадии. Начальная, где она дамажит совсем чуть-чуть. Вторая стадия, в которой вам уже наносится приличный урон.
Вторая стадия запускается примерно через 2 минуты нахождения в зоне. Ну и третья стадия дамажит настолько много, что спастись от нее невозможно. Зона дамажит фиксированное количество хп, а значит, чем больше их у вас, тем дольше вы продержитесь. А фишка заключается в том, что как только вы заходите в безопасную зону, где вы не дамажитесь, этот таймер нанесения вам урона сбрасывается, и вы можете спокойно снова бегать в зоне. Соответственно, это может помочь вам дофармить 15 уровень перед битвой с финальным боссом. Но будьте осторожны, ведь если вы играете с рандомами и он подойдет к двери с финальным боссом, начнет ее открывать, то вас автоматически телепортирует к финальному боссу. Но если у вас есть доступ к общению с командой, значит все отлично. Вам даже не страшно потерять свои руны, ведь при возрождении вы сможете добежать к ним и забрать. Перед тем, как перейдем к реально крутым фишкам, вот еще несколько для новичков. Здоровье любых боссов в игре вне боя автоматически не восстанавливается. Это значит, что вы можете побить любого босса, отбежать и прибежать к нему через какое-то время. Очень актуальная фишка для железного глаза и всех, кто использует луки. Обычные одноручные луки наносят нормальный урон только вблизи и на средней дистанции. На дальней дистанции можно считать, что они не наносят урона вовсе. Да, даже вот эта дистанция, на которой я сейчас нахожусь, уже считается дальней. И, как вы видели, я наносил всего лишь 6 урона. Для того, чтобы это исправить, вам может повести на выпадение амулетов, которые уменьшают падение урона с расстоянием. Двуручные же луки, которые в основном скелятся от силы, имеют повышенную дальность поражения. И хоть это не гайд на лучника, который я не планирую делать, вы должны знать, что рывок лучника, в отличие от рывка Вайлдера, имеет кадры неуязвимости, причем достаточно большие. Раньше, чтобы посмотреть тип оружия, приходилось нажимать отдельную кнопку. Благодаря недавнему патчу это пишется постоянно. Но сама кнопка никуда не делась. Вот она, как вы видите, написана кнопка 3 детали. И теперь единственное назначение этой кнопки — смотреть, что делают те или иные пеплы и способности на оружии. Это на самом деле достаточно полезно. Вот, например, сила генерала при сильной атаке выпускает град стрел. И вот это более подробное описание уже намного полезнее, чем просто сила генерала. Или, например, сила владыки драконов. Если вы не знаете эту фишку, то вам придется действовать наугад, прыгнув и ударив сильной атакой в прыжке, чтобы активировать способность данного оружия. Поздравляю, ты досмотрел аж до этого момента. А это значит, что теперь тебя ждут самые вкусные фишечки. Когда вы находите различные пилюли, вы можете есть их прямо с пола. И я советую вам это делать. Но это еще не все. Если вы найдете пилюлю, которая поможет вам на вашем боссе, например, пилюлю против сна, а у вас Авгур, это значит, что вам повезло, и для максимальной экономии времени вы можете съесть эту пилюлю прямо с пола, так как она увеличит ваше сопротивление навсегда. Более того, съеденные пилюли одного вида стакаются до 9 раз. И, естественно, разработчики не написали точные цифры, насколько повышается сопротивление. Этим, кстати, пропитана вся игра. Невероятное количество предметов и реликвий просто дают расплывчатое описание. И как же хорошо, что комьюнити игры создала свою собственную Google таблицу общими усилиями. В ней есть много чего, начиная от того, сколько стоит каждый уровень в рунах, заканчивая описанием каждой реликвии в игре с точными цифрами. Например, тут можно узнать, что реликвия, которая увеличивает урон за каждого заключенного, которого вы побеждаете, повышает его на 5%. И тут еще тонна такой информации, которую игроки сами составляют, поэтому могут быть некоторые неточности или что-то просто еще не успели исследовать. Если хотите, вот вам ссылка на эту таблицу. Можете скопировать ее вручную или же перейти в мой телеграм-канал, там я оставлю полную ссылку. Да, гениальный байт на 0 человек, давайте все еще задонатят мне на видеокарту. Будете первыми, кто вообще оформит платную подписку. Я верю, да, я верю. Но очевидно, что такой халявы не произойдет, в отличие от вашей катки, в которой может заспавниться вот такой вот данж. Это всегда лагерь, который помечается огненным значком. Добежав к нему, вам нужно будет уничтожить 3 огненных колесниц. У новичков это может занять очень много времени, но на самом деле уничтожить колесницу можно с помощью того, что вы запрыгнете на нее и нанесете крит-удар. Сделать это можно любым оружием, кроме посоха. После такого крита колесница взрывается. Соответственно, на уничтожение одной цели вам потребуется около 15 или максимум 30 секунд. В соло этот данж можно зачистить примерно за минуту, а втроем вы можете заспидранить вообще за 30 секунд. С каждой колесницы падает награда в виде душ,
А также за последнюю вы еще и награду босса получите в виде огненного оружия. Этот лагерь достаточно простой, поэтому сюда можно приходить даже на первом уровне. Бывало ли у вас такое, что из-за анимации скольжения после остановки разбега вы пробегали мимо чего-то важного? Если да, то специально для вас я открыл интересную фишку, о которой я еще не слышал у других ютуберов. Так что, возможно, это эксклюзив, и буду рад, если вы поставите лайк. Мгновенная остановка бега клавишей C. Нажмите C во время разбега, и ваш герой сразу перейдет на шаг, полностью пропустив анимацию торможения. Так вы сможете четко контролировать позицию и никогда не промахнетесь мимо сундука. Давайте подробнее остановимся на том, как это использовать. Во-первых, я не знаю, как это настроить на геймпаде, но на клавиатуре вам нужна такая опция в настройках, как управление движением. По стандарту здесь стоит клавиша C. Во время ходьбы зажимаем клавишу C и переключаемся на медленную ходьбу. Но вот во время бега я нажимаю клавишу C и ничего не происходит. Так и задумано, но это можно обойти. Во время бега отжимаем все клавиши, а затем нажимаем W плюс C. И вот мы отменили бег ходьбой. С обычным бегом, который медленно тратит выносливость, это выглядит вот так. А с рывком вот так. Анимация бега прерывается, и мы мгновенно останавливаемся. Это очень крутая фишка. Следующая очень маленькая, но невероятно полезная фишка, заключенная в одном скриншоте. Когда вы находились в меню, должно быть, вы видели, какую уязвимость имеет босс. Но не кажется ли вам, что этой информации слишком мало? В интернете существует вот такая вот невероятно полезная табличка. Из этой таблички вы можете узнать, например, что Адель действительно имеет небольшое, то есть 154 сопротивления яду. Но при этом он имеет точно такое же маленькое сопротивление к красной гнили и морозу. То есть с точки зрения наложения эффекта они будут точно так же эффективны. И насчет этого я не знаю, но вроде как красная гниль наносит даже больше урона, чем яд. Я думаю, много кто знает секрет вершины Снежной горы. Если коротко, вы можете проскипать всех боссов и получить секретку для достижения. Но помимо обычного маршрута, есть еще один гениальный маршрут через паркур. Не знаю, быстрее ли он, чем обычный, но вам не помешало бы знать о нем. Итак, вот эта вот цепь, она ведет, казалось бы, в тупик. Но это не совсем так. Дело в том, что здесь можно забраться по вот этим вот камням. Пока мои тиммейты умирали, я спокойно занялся этим. И вот по такому скалолазному маршруту мы выбежали как раз таки на костер, который находится рядом с бафом. Как вы знаете, форты на карте отображаются вот таким вот значком. И это отличное место, чтобы получить себе мечевидный ключ. Вот только открыв 2 сундука в форте, у вас есть шанс не получить его. И знаете, я выбил платину из этой игры, сыграл очень много игр с рандомами, и скажу вам, что я ни разу не видел, как рандомы лутали бы 3-й сундук в форте. То есть получается, что по моей выборке рандомов 99% игроков не знают об этом сундуке. Итак, форты бывают разные, например, вот в этом, здесь очевидные 3 сундука, их много кто лутает, но бывает, что даже их пропускают. На самом верху, где иногда располагается босс, также находится сундук, он очевидный и его легко заметить. Ну а вернемся немного вниз по лестнице, поднимаясь, вы можете пойти сразу же налево, разбить вот эти ящики и попытаться запрыгнуть вот сюда. Делать это нужно как по левому краю, я так и не понял, почему я не запрыгнул 2 раза. Здесь у нас находится дополнительный железный сундук, с которого может выпасть мечевидный ключ. Также, играя на лучнике в команде, вы сможете помогать своим союзникам, расстреливая противников сверху с этой башенки. В общем, хорошая фишка на дополнительный сундук и отличную позицию, а также экономию времени. Кстати, об экономии времени, вы помните, сколько его требуется, чтобы добраться до самого верхнего босса в замке? Да, достаточно много. И если вы вдруг погибли, то придется повторять весь этот путь заново. Но вам на помощь спешит следующая фишка. Думаю, вы знаете это место, в котором может находиться торговец у костра. В целом оно нам нужно как ориентир, но поднявшись сюда, вы сразу можете запрыгивать на вот эту стену. Дальше вы можете аккуратно продвигаться вдоль края стены. Однако будьте предельно осторожны. Во-первых, вы рискуете сорваться и упасть вниз. Во-вторых, если в замке находятся враждебные великаны, как у меня сейчас, они непременно начнут стрелять в вас. Пробирайтесь сюда максимально внимательно и быстро. Ну и последняя фишка. Для кого-то она может быть очевидной, а для кого-то гениальным открытием, ведь она спрятана на виду. Маршрут птицы, на которой можно путешествовать, в точности отображается на карте. От начала полета до точки приземления. Да, для меня это было невероятно полезным открытием. Это достаточно незаметные полосочки, которые похожи на тропинки.